В старинном особняке на окраине Йорка жила Эмили, красивая, но утомленная долгими годами болезни женщина. Мягкие кресла, старинные шкафы, дорогие ковры — все это окружало ее, но казалось чужим. Для нее особняк был не роскошным домом, а золотой клеткой. Болезнь, преследовавшая ее с детства, сделала каждую попытку ступить на землю испытанием, и врачи лишь советовали смириться. Ее дни проходили в тишине. Утренний свет пробивался сквозь витражные окна, часы мерно отсчитывали время, а за стеклом медленно менялись времена года. Иногда Эмили закрывала глаза и представляла, как идет по влажной траве босиком, но каждый раз, открывая глаза, видела перед собой лишь неподвижный паркет. Весной в особняк наняли нового садовника, невысокого мужчину с усталым, но спокойным взглядом. Его звали Дэниел. В первый же день он появился у двери ее комнаты, держа корзину с яблоками и старым вышитым покрывалом. Подарок был от соседки, но в руках Дэниела он казался чем-то большим, словно приглашением в иной, теплый мир. С тех пор он начал приходить чаще. Приносил гладкие теплые камни, душистые травы и мягкие полоски ткани. Он не задавал лишних вопросов и не говорил громких слов, просто раскладывал все это на полу и предлагал Эмили попробовать встать. Сначала она отказывалась, но его спокойная настойчивость постепенно разрушала ее страх. Первые шаги были на ткани, потом на ковре. Каждый раз, когда Эмили ставила ногу, она замирала, прислушиваясь к себе, готовая ощутить боль. Но вместо этого чувствовала лишь тепло и опору. Дэниел терпеливо ждал, пока она сделает следующий шаг, никогда не торопя ее. Однажды, в ясное апрельское утро, он сказал: «Сегодня ты выйдешь на улицу». Эмили замерла. Сердце стучало так громко, что она едва слышала его голос. Но что-то в его взгляде, спокойное, теплое, надежное, заставило ее кивнуть. Они медленно прошли через коридоры особняка, и дверь на крыльцо распахнулась. Солнечный свет залил ее лицо, ветер тронул волосы. У порога Дэниел положил небольшой деревянный помост, застеленный тканью, как раньше. Она сделала шаг. Потом он убрал ткань, и ее ноги коснулись влажной, прохладной земли. Сначала Эмили хотелось отдернуть ногу, земля казалась слишком живой, слишком настоящей. Но Дэниел сжал ее руку. Это тепло оказалось сильнее страха. Она сделала второй шаг, и воздух наполнился запахом весны, свежести и свободы. Эмили подняла глаза к голубому небу, и внутри что-то расправилось, словно долгие годы ее душа была сжата, а теперь получила возможность дышать. Она поняла, что путь только начинается, но теперь он был ее. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.